Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда они слышат стук сердца своего ребенка, они оба не могут сдержать слез. После больницы они вместе приходят на могилу его матери, и Бэрон говорит матери, что у них будет ребенок. Бэрон становится взволнованным и объясняет, что ему хотелось бы, чтобы его мать была с ним в его счастье, и что он очень чувствует это отсутствие. Но он обещает всегда рассказывать о вас нашему малышу и воспитывать его так, как будто он вас знает. Он говорит: «Я встретил Дилана до того, как мы встретились, как ты мне сказал, и я очень тебя любил. Наш малыш будет очень любить тебя, и мы будем воспитывать его, вдохновленный твоей любовью и привязанностью нашего малыша». Когда Бэрон говорит, что он и его мать приедут в гости, когда у нас родится ребенок, Дилан спрашивает Керема, стоит ли нам идти, и они приходят к его могиле и молятся. Баран сообщает эту хорошую новость Керему и думает, что он был бы очень рад, и, рассказав ему, что он будет делать, он грустит, потому что мы мечтали прожить это счастье вместе, наши дети вырастут вместе и станут такими же братьями и сестрами, как мы. Он выражает свои чувства к Дилану, говоря: «Мы бы мечтали пережить эти прекрасные вещи вместе, но мы никогда тебя не забудем». В особняке, пока Дилан смотрит на ультразвуковое фото с Сабихой Ханем и Гулем, госпожа Азади берет его из ее рук. Потом, когда родился мой внук, он попросил меня сфотографировать нас вместе и повесить на стену, и Дилан сказала, что это было бы здорово. Госпожа Азади говорит, как бы она была счастлива, если бы ее невестка Айтан была жива, и когда госпожа Кадер говорит, что она будет делать добрые дела и радовать людей каждой хорошей новостью, госпожа Азади говорит, что мы сделаем это. Одинаковый. Пока они шли на кухню, чтобы сказать Геже Кадер и Гуль: давайте приготовим халву вместе», госпожа Азади сказала: «Мне нравится ультразвуковое изображение ребенка, я бы пожертвовала им ради вас». Госпожа Сабиха говорит: «Давайте подышим свежий воздух перед встречей», берет Дилана за руку и выводит его в сад. В исследовании Барана, пока Джихан хочет, чтобы ребенок был мальчиком, Ферат представляет, как было бы прекрасно, если бы это была крошечная девочка, и Баран заставляет их замолчать, говоря, что ребенок слишком мал. Харон также думает о том, как он покажет себя Ясмин, и пытается строить планы. Они болтают с Диланом Бараном в своей комнате. Брат Дилан спрашивает Барана, каково было ждать. Хотя Бэрон задавался вопросом, каким будет другое чувство, он также говорит, что ревновал. Когда Дилану хочется пить и он собирается пойти за Бараном, Дилан говорит: «Позволь мне тоже пойти и пойдем вместе». Пока госпожа Азади объясняет работу сотрудницы Гежи Сабихи, внимание Гежи Кадер привлекает неподвижность Гуля. Когда они разговаривают с Гуль-Ферат, госпожа Кадер слушает их разговор, но не может решить проблему между ними и оставляет это на время. Сабиха Ханем и Ферат составляют план, как избавиться от Джавахира, продав ему свои акции. Когда Баран спрашивает, не причините ли вы никакого вреда, Ферат и Сабиха говорят, что этот ущерб нас не волнует, это важнее для вашего спокойствия. Когда Дилан попросил меня отказаться от моего проекта, госпожа Сабиха сказала: «Я думала, вы сделаете то же самое». Дилан смотрит на Барана и говорит: «Мы всегда будем действовать вместе, как семья». Дилан уезжает с Сабихой Ханем, чтобы проведать нашу семью. Когда Дилан вошел на кухню и сказал: «Это должно быть очень красиво, вкусно пахнет», госпожа Азади тут же сказала: «Думаю, его привлекла овца». Пока девчонки вставляют, он говорит: «Так не будет, отойдите», и вкладывает в себя и руками передает Дилану. Между тем, когда приходит госпожа Сабиха и говорит, что необходимо соблюдать сбалансированную диету, они спорят с Гежой Азади, и госпожа Азади говорит: «Ешь, дочка, ешь». Тем временем приходит Баран и снова спрашивает, что ты ешь, пробует халву и говорит, что она вкусная, да примет Бог. Он просит Дилана прогуляться, и они вместе идут на прогулку. Госпожа Азади уходит из кухни, чтобы мне не пришлось отдыхать.
Госпожа Сабиха спрашивает Гэжу Кадер, может ли она чем-нибудь помочь, и госпожа Кадер отвечает: «Нет, спасибо». Пока Гуль Кадер и госпожа Гуль упаковывают жареную халву для ребенка, Ферат приходит на кухню и возвращается. После того, как госпожа Кадер и Гуль переглядываются, Гуль кладет халву на тарелку для Ферата и несет ее Ферату. Ферату это нравится. Когда Дилан чувствует, что вот-вот упадет во время прогулки, Берен говорит, что отныне падение запрещено, и Дилан злится. Дилан говорит, что он не неуклюжий, дороги плохие, поэтому они и ссорятся. Берен говорит, что вы одновременно упрямы и неуклюжи. Дилан говорит: я не упрямая, я не неуклюжая, я не неуклюжая, и хочет продолжить идти. Когда она чувствует, что вот-вот снова упадет, Берен говорит: а они это съедят, и обнимает ее. Затем Дилан принимает то, что сказал Берен, говоря: я сегодня неуклюжий, пойдем внутрь, и они заходят внутрь, мило споря. Харон просит Цеврии помочь ему забрать Ясмин, и Цеврия более чем счастлива сделать это и немедленно пытается узнать, что нравится Ясмин. Госпожа Азади очень счастлива, и они с Гэжой Сабихой относят халву детям в приюте и предупреждают жителей особняка, говоря, что вечером пир, не набивайте желудок сладостями. Когда Джавахир видит, что акции рухнули, он очень злится и просит поэта пойти и посмотреть, почему, в то время как поэт говорит, что госпожа Сабиха и Ферат продали все свои акции. Джавахир говорит, что эти двое пытаются меня разорить, пока он злился и спрашивал, отдам ли я тебе свои деньги, они также сняли проект поэта Дилана. Джавахир сходит с ума от гнева, и если он слышит об этом многобожии за границей, он идет к моему отцу и поручает ему немедленно решить эту проблему, поэт. Баран видит, что акции Джавахира рухнули, и разговаривает с Геном Кудретом, говоря, что нам нужно удалить этого человека из нашего окружения. Баран просит господина Кудрета проследить за нашим человеком в тюрьме, чтобы встретиться с Абда и выяснить, кто его на нас натравил. Харон одевается, и когда Ясмин видит его, она задается вопросом, состоится ли свадьба. Когда Ясмин идет на кухню, Севрия спрашивает, что с ней случилось, и она спрашивает, стоило ли ей принести свадебное платье. Харон говорит: тетя, я носил этот костюм, потому что он ей так понравился на прошлой свадьбе. Дамы Азади очень порадовали детей фонда, но и они очень устали. Пока все идут отдыхать, Дилан и Баран остаются одни. Берен говорит, что все говорят, что устали, но ты не издаешь ни звука, давай, отдохни, и я пойду с тобой. Госпожа Азади вместе с Гэжой Кадер приводит в порядок одежду Барана и Джихана и вспоминает о своей невестке Айтен. В то время как госпожа Азади смотрит на одежду и беспокоится о своей невестке, госпожа Кадер мотивирует ее, говоря: «Слава Богу, сегодня не день для беспокойства». Тем временем госпожа Азади находит ребенка и говорит: «Госпожа Кадер, это ребенок Гуля». Госпожа Айтен связала его своими руками. «Дети выросли, и мы теперь мужья». Баран помещает фото малыша Сузи в свои сувенирные альбомы, называя его первым фото нашего малыша. И они делятся своим волнением друг с другом. Госпожа Кадер приходит на кухню рядом с Гулем с ребенком на руках и очень радуется, когда видит Гуля. Пока Дилан и Берен отдыхают в комнате, Берен спрашивает, что вы думаете. Когда Дилан говорит о детях в фонде, Берен говорит: ты сказал, что все прошло хорошо. Дилан прошел хорошо, я рад, что вы заложили этот фундамент, но я видела в глазах детей жажду любви и сострадания, все думают, что этого достигают одеванием и кормлением, и говорят, что дети не могут жить без любви. Когда я говорю, что нашему ребенку очень повезло, Берен говорит, что мне бы хотелось, чтобы все дети были такими. Дилан говорит: я решил, что теперь буду чаще приходить к этим детям. Берен говорит, что все в порядке, но ты не можешь идти один. Дилан говорит, что я пойду с тобой, мы будем любить там детей вместе. Когда Дилан скажет, что у нас будет ребенок, мы отвезем его туда. Госпожа Кадер противостоит Гулю и Ферату и спрашивает: в чем ваша проблема? Вы вышли замуж за всех, и какова ваша текущая ситуация?
Когда Ферат говорит, что я очень огорчил Гуля, госпожа Кадер связывает ей руки, говоря, что тот, кто обидел, будет знать, как извиняться, а тот, кого обидели, будет знать, как прощать. Он дал фотографию Дилана Берана одному из детей фонда и попросил ее нарисовать. Потом он шутит, что можно отдать его барану и повесить на стену. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.